Здравствуйте, друзья! Начинаем мы свой день из машины. Вот такой всей загруженный. Собрали все барахло, что было, и едем. Почему? Да потому что у нас начинается, как вы долго ждали, стройка. Кое-кто еще спит, а кое-кто уже на ногах с самого раннего утра и уже объездил все пилорамы, общей базы. Нет, общей базы нет, но пилорамы и магазины и прочие, да. И наш грузовичок очень оказался шустрый и уехал вперед, что мы его даже догнать не можем. Ну, сейчас, может быть, догоним где-то на подступах и будем разгружать. Ну, я вам скажу так, солидно материальчик-то, да. Не стоит тоже так. Солидно так, да. Грузовичок-то уехал и не догонишь. Шустрый какой. Не то, что мы медленные, еле едем. Ну, потому что мы груженые, а грузовичок привычно груженный. А мы непривычно груженные. Вон там вдалеке едет наш грузовичок. Все ближе и ближе. В камере это вдалеке. Как здорово, что есть сосед, у которого есть грузовичок с манипулятором. Собственно говоря, он и везет наши строительные материалы, не побоюсь этого слова, да, не просто так. Между прочим, уже мы опытные ребята, и первый раз обожглись с досками, набрали их дырявыми немного. Но в этот раз тщательно отбирали все доски, и, в принципе, я надеюсь, что в этот раз более удачно. Хотя, конечно, тоже есть нюансы, но я вам скажу, что очень тяжело доски отбирать, особенно в большом количестве. Все они то кривая, то косая. В общем, пилорамы в Московской области, конечно, страдают. Ох, да. Но ничего не поделаешь. Зато, как говорится, переплачивать за доставку из каких-то там брендовых пилорам, но такое себе развлечение. Тем более, что стройка у нас будет... А что мы будем строить? А что мы будем строить, вы обязательно скоро увидите. Ну а сейчас мы приступаем к разгрузке. Это тоже очень интересный момент. Эх, да, будем пробовать. Здравствуй, наш домик. Мы привезли тебе много дощечек. Как думаете, наехать получится, нет? В принципе, мы вроде твердо здесь. Да все, сюда. Все, дальше не надо, я боюсь, там мало ли яма, провалитесь.
разгрузка пошла не совсем по плану. Машина стала легкой, снежочек подтаял, пока разгружалась. И, увы, ах, даже не помогают цепи. Хотя, казалось бы, а вот все, назад не вперед, просто как будто висит в воздухе. Будет забавно, конечно, если и трактор здесь застрянет. А вот и трактор подъехал. Сейчас дело пойдет. Ну что, посидел за рулем грузовика. Здорово, моща чувствуется. По сравнению с легковой, конечно, прям ух. И с помощью трактора, да, вообще легко выехал. Хотя, что здесь? Тут вообще земля. Вот такая особенность грузовой машины. Да, тут у меня теперь будет, конечно, бардак. Ладно, будем разбираться с этим бардаком. Что еще остается делать? Как-то так. Ну, а пока мы играли в машинки, как сказал кто-то, не буду показывать пальцем, стоит сейчас, кипятит чайничек. Вода принесена, чайник вскипячен, печка затоплена. Надо набраться сил, попить чайку и со свежими силами что-то с этим сделать совсем, чтобы оно нормально лежало, сохло, потому что строить мы будем прям не сегодня. И может быть даже не завтра. Вот. А нужно, чтобы материал полежал. Дождался своего часа. Так что работы предстоит много, надо подкрепиться. Ветерок задувает, снежок идет. Погоду сегодня обещали снежную. Но не знаю, может быть. Так, что, какой у нас план? Объем работы есть, а плана нет. Сейчас расскажу, какой план. Значит, берем отсюда бревна. Там делаем бревна. И все аккуратно перекладываем. Вот и весь план. Взять и сделать. Вы готовы? Вы готовы, космонавты? Готово. Вы похожи на космонавта. Кстати, ты не похвалилась обновкой. Да, валенки с галошами. Это подарок на 14 февраля. Да, между прочим. такие вот мне подарки дарят. Такие подарки теперь дарят. С любовью. С любовью, да. Вы не поверите, какой мне удалось заполучить аппарат. Так, это зарядка. Интересно. Это инструкция
Тоже неинтересно. Так, где сам аппарат? Выходи. Вот он. Секундочку. Присоединяем. Ни разу не пользовался. Сейчас пойду попробую. Гвозди 90-е. Зарядил. Любопытно. Как это работает? Ну, сейчас попробую. Заодно проверю, вообще на морозе он работает или нет. Не добило. Включаем вторую скорость. Огонь вообще. Аппарат. Ситуация обстоит следующим образом. Логист из меня, конечно, так себе, потому что мы сложили доски и оставили место для больших досок. Только где мы его оставили? Мы его оставили, естественно, не с той стороны. Вот мы тащим доски отсюда и вот сюда. А мы хотим большие доски сложить вот сюда. Ну, то есть, понимаете, да, нам теперь через эту кучу все перетаскивать. Оставляйте комментарии, все, что думаете по этому поводу. И вообще, как правильно нужно было сложить доски, как быстро это сделать, как это сделать легко. Нам будет интересно почитать. Надеюсь, больше мы не будем этим заниматься. Хотя, как знать. В принципе, мы освоили новую профессию. Теперь мы можем работать на складе лесопилки, отгружать. Ну и логистически правильно складывать. Главное, чтобы снегом не занесло сейчас. И все будет хорошо. Как хорошо, когда в семье есть умная женщина. Бревен-то у нас ведь полно. Полно. Зачем нам? Что нам экономить? Мы просто взяли еще 3 бревна и положили рядом. Гениально? Я считаю, что эта идея заслуживает лайка. Вот что значит, когда кто-то ленится работать, а кто-то хочет больше работы, больше работы. Мы пойдем грузить. Ура, выход найден. Будем пробовать. Фонарики все загорелись. Видно их на камеру.
друзья, мы очень устали. Ветер, погода ужасная, натаскались. До утра прощаемся. Ночь была суровой, ветреный и метельный. Что же там произошло на улице? Даже самим любопытно. Опа! Солнышко, солнышко. Снежка намело. Ветерок еще остался. Так. Что мы тут в потьмах вчера наделали? Ну, вся пленка не улетела, уже успех. Хотя бы частично ее осталось. Ой, вчера уже темно, ничего не видно, ветер дует. Я пытаюсь эту пленку накрыть. Ветер такой, что просто ее сносит. Невозможно ничего делать. Кое-как. Хорошо, вот шифер старый мы не выбрасывали. Удалось хоть что-то накрыть. Вот так это тут все расползлось. Да, эти доски, конечно, все открыты оказались. Вся пленка отсюда выскочила. С этим нужно что-то делать. Тяжелые они, по 3 доски сложены. Очень тяжело их перетаскивать. Вот так вот упаковку даже в дом, если занести. Тяжело. Но солнышко даже как-то пригревает. Вот когда на солнышке стоишь, прям тепло. Прям оно такое весеннее уже. Но ветер еще по-прежнему холодный. Ладно. Что тут, конечно, снегом засыпало все. С чего-то нужно начать. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Задумка какая? Вот к этому бревну сейчас прикручиваем пленку, и у нас получается хороший домик. Да? Да. В общем, пробуем. Вот и готово. Мне кажется, получилось идеально. Лучше и не придумаешь. Да, было бы здорово, конечно, сделать теплицу и все это убрать в теплицу. Было бы удобно забирать оттуда, складывать. Но теплица здесь явно будет не место. Так, вы скажете, что же мы оставили его без присмотра? Но не совсем так, друзья. Технологии 21 века, так сказать. Интернет здесь есть, всевидящее око тоже. Надеюсь, все это не разлетится, даже если будет мега сильный ветер. Но, по примеру, как мы сделали там, пленка держится. Вполне себе хорошая. И я думаю, что здесь тоже будет держаться. Наш бескрайний участок. Идешь, чистое поле. Все заснеженное. Ты что тут рисуешь что-то? Ну вот, друзья, сегодня мы решили завершить
потому что у нас трудовые будни, и нужно тоже к ним подготовиться. Но по мере сил, медленно, но верно, да, потихонечку наш план воплощается. Обязательно пишите в комментариях, что мы сделали правильно, что сделали неправильно, и как бы поступили вы с материалом. А что мы будем строить? Кто самый внимательный, также может написать в комментариях, потому что в видео наверняка промелькнула пасхалка. Ну, так вот, между прочим. И самые внимательные зрители могли догадаться, что и где мы собираемся строить. На этом все. Спасибо. До свидания. А ты что молчишь? Скажи что-нибудь. Не знаю. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу.